flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Всем привет, мои хорошие, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Тема сегодняшнего видео будет тема новолуния. Что нового несет в вашу жизнь этот период? Что нового несет в вашу жизнь это интересное событие, потому что оно находится, новая луна находится в Скорпионе в 28 градусе, а это все-таки про достаточно важный трансформационный период и процесс, потому что вообще Скорпион сам по себе знак зодиака такой мистический, трансформационный. 28 градус тоже это важное положение, за счет этого усиливается энергия знака. Более того, опять же, новая луна это как цикл перерождения, изменений, обновлений. Я хочу посмотреть на 3 варианта, что же нового несет, ну, кстати, на безумной луне смотрим, что же нового несет вашу жизнь новолуние в Скорпионе. Снимаю сегодня же, в этот же день, и я очень надеюсь, что в этот же день я его выложу. Хотелось бы. Вот эта энергия, что запускает нового в вашей жизни, какой процесс, что обновляется, возможно, что открывается для вас, может быть, кто приходит в вашу жизнь, зачем это происходит. То есть мы говорим сейчас про совершенно новую энергию, которая поступает в ваше пространство благодаря этому дню, благодаря этим энергиям, либо сделанному выбору, допустим, вашему сегодня, либо в ближайшие несколько дней. В любом случае, 3 варианта на столе, как всегда. У нас с вами не меняется ничего. Я настоятельно рекомендую: заварите себе чаечек, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный и позитивный расклад. Я надеюсь, будет интересно. 3 варианта на столе. Я надеюсь, чай, кофе вы успели приготовить. Я готова, вы готовы, поехали? Так, единички. Здравствуйте, мои невероятные. Мы смотрим вас. Что за нововведение, да, что за новое идет в вашу жизнь благодаря новолунию? Что для вас открывает новолуние в Скорпионе? Что для вас открывает? Что вам дает? Что вводит в вашу жизнь? Что трансформирует в вашей жизни данный период времени, данная энергия? Королева мечей, башня, королева кубков. Слушайте, тут как будто бы предстоит, вот вам предстоит принять какое-то очень важное. Не могу сказать, что эмоциональное, скорее всего, эмоцию вы уже прожили. Какое-то достаточно неприятное, жесткое решение. Оно будет неожиданным даже, возможно, для вас, но это то, что освобождает вас и успокаивает, потому что как будто бы королева мечей башня, вот это может быть, давайте так, может, конечно, возврат какого-то там человека в вашу жизнь, какой-то женщины в вашу жизнь, важный, потому что там была еще 3 пентаклей, рыцарь пентаклей, то есть может вы кому-то вернетесь, либо кто-то из близких людей вернется в вашу жизнь, раньше близких, да, и трансформированный человек, то есть неожиданно, потому что все равно мы говорим под фоном чего-то нового. Но мне больше, вот знаете, энергетически меня больше тянет на то, чтобы сказать, что вы примете какое-то очень разрушающее что-то решение, вы об этом не пожалеете, но это будет неожиданно даже для вас. И, возможно, где-то не совсем комфортно и приятно, потому что, возможно, вам придется попрощаться с чем-то, к чему вы привыкли. Потому что королева мечей здесь немножко она про окровавленность ножа, меча, да. Но, опять же, 3 жезлов, пожалуйста, 6 пентаклей, дно колоды. То есть, так или иначе, от вашего действия результат будет достаточно.
И у меня, кстати, зазвонил будильник сразу же в вашем варианте. Прям когда я говорила, да, то есть решение будет достаточно хорошим, и, судя по моему будильнику, это будет очень вовремя и правильно. То есть пришло время что-то завершить, пришло время что-то оставить, пришло время с чем-то попрощаться. И вот вы в ближайшее время, вот от вас, потому что здесь больше не так энергия, возможно, повлияет на вас, потому что укажет вам скрытые какие-то точки, да, проблемные, которые не дают вам почувствовать себя в той или иной ситуации, как королева кубков. То есть вам приходилось быть королевой мечей. Какая-то ситуация, какое-то событие, какой-то человек, какой-то ваш выбор, что-то, что давным-давно уже нужно было отпустить, потому что вот это что-то делало в вашей жизни вас не тем человеком, кем вы являетесь поистине и кем вы в принципе хотите быть и что вы хотите ощущать. То есть это что-то очень сильно влияло на вас. И скорее всего в негативном аспекте. Вы примете очень важное решение для себя с чем-то, либо с кем-то попрощаться. При этом по башне, да, это будет разрушение чего-то, возможно, сталого, но давно уже, знаете, вынесен вердикт к снесению, но вот нужно было дождаться будильника, скажем так. Давайте, что нового запускает в вашей жизни вот данный процесс, данная энергия, данное событие астрологическое? Восьмерка мечей. Пустая карта, прекрасно, и карта мага. Вот оно больше влияет на вас. То есть это событие, оно не повлияет на то, что происходит вокруг вас. Оно очень сильно повлияет на то, что происходит внутри вас. Это какой-то глубинный процесс перестройки. Плюс это может быть, знаете, про распаковку какой-то внутренней силы, которая давным-давно спала. Потому что маг — это очень классная карта, когда мы берем все то, чем мы владеем, и, скажем так, качественно этим управляем так, чтобы получить тот результат, который мы хотим. Мы ориентируемся на аудиторию, чтобы ее отвлечь, но чтобы у них забрать или получить то, что нам надо. То есть здесь такой, знаете, про, наверное, качественный эгоизм все-таки, про понимание того, что вы можете повлиять, изменить ситуацию в вашей жизни и сделать это так, чтобы вам от этого было хорошо. И, скорее всего, на окружающих вы сильно ориентироваться не будете. И это будет тоже очень правильно в вашем случае, потому что что-то вас реально очень сильно ограничивало. Что-то из вас забирало ваши силы, что-то из вас забирало ваше естество, что-то вами руководило. И вот, наконец-то, вами больше ничего не руководит. Вы от чего-то освобождаетесь. При этом это, скорее всего, какая-то внутренняя закрытость, это какие-то внутренние блоки, это внутренние процессы. И вот сейчас вы от чего-то освобождаетесь. Может, вы какие-то важные уроки прошли, может быть, вы прошли и получили какие-то качественные инсайты. И вот, наконец-то, вы выходите из-под владения внешних факторов на полностью внутренний контроль. И вы это делаете так качественно, так правильно. Слушайте, колесница, карта мира, прекрасно, прекрасно, потому что реально завершается какой-то вот важный процесс в вашей жизни. Более того, вы наконец-то становитесь, скажем так, водителем, да, своей колесницы и выбираете абсолютно новый путь, то есть как завершение старого цикла. Более того, скорее всего, вот по карте мира я скажу так, вот я ее прочитаю как завершение какого-то вот важного глобального цикла, то есть я бы сказала года. И ориентировочно вот всю вот эту власть, всю вот эту мощь вы осознаете, поймете и четко поймете, как этим управлять уже ближе к концу года. Но сейчас уже запускаются важные процессы, инсайты, сны, ощущения, понимание: я так больше не хочу, я так больше не могу. Кстати, если мы говорим про совет, вот мой совет вам, как бы, кстати, это странно не звучало, учитывая, что я записываю это видео в YouTube и транслирую это, да, на аудиторию какую-то, то есть я тоже вхожу в это информационное пространство, но в ближайшее бы время ограничить бы ваше внимание из внешнего информационного пространства во внутреннее. У меня мурашки по коже, потому что ответы, они будут внутри вас. Вы можете думать, ну, опять же, все равно, понимаете, даже если я объективно
оцениваю информацию, я ее фильтрую, все равно иногда лучше делать какой-то детокс, потому что ты в каком-то эмоциональном своем фоне можешь зацепиться за ту информацию, которая ближе к тебе сейчас эмоционально. Но она не является твоей истиной, она просто временная, потому что у тебя временный скачок какой-то эмоции, какого-то настроения. И вот сейчас бы сделать какой-то временный детокс от внешнего источника, от внешней информации и уйти вовнутрь. Это лучшее, что вы можете сделать для себя. При этом, кстати, скорпионская энергия, она же про это. Она же про внутренние процессы, глобальные процессы. Это люди, которые зачастую очень много внутренних каких-то испытаний проходят. Внешне, конечно, тоже судьба подкидывает им прикольчики, но я просто знаю таких людей. У меня асцендент в Скорпионе, и я могу, у меня еще в Плутон в Скорпионе, в 12 доме, у меня все процессы вот там только и проходят. Зачастую они там и запускаются. Вот. Спонсор программы моей счастливой, скажем так, трансформационной жизни — это я. Короче, о чем? Здесь о том, что внутри. Останьтесь на какое-то время внутри. Выключите этот информационный шум. И я правильно хотела сказать, эмоциональную зависимость от информационного внешнего шума. Не ищите там ни поддержки, ни успокоения, ни ответов. Все внутри вас, пожалуйста, потому что у вас реально начинается новый путь по шуту. И энергия конкретно, которая несется в вашу жизнь, она начнется из внутреннего глобального обновления, а потом внешний, пожалуйста, 10 пентаклей, страшный суд. Плюс еще какие-то изменения материального характера после этого последуют. При этом такое про глобальное расширение в пространстве, как и внутреннем сразу, а потом внешнем. Единички, вы невероятные. Спасибо вам большое. А мы переходим к двоечкам. Двоечки, здравствуйте, мои прекрасные. Смотрим вас. Что же нового запускает в вашей жизни новолуние в Скорпионе? На что повлияет эта энергия? Что принесет в вашу жизнь данная энергия? Что откроет? Карта мира. Прекрасно. Тут жезлов. Прекрасно. Вдохновление. Энергия. Ну, возможно, знаете, Луна и Луна. Прекрасно. Семерка мечей. Хорошо. Давайте так. Во-первых, сразу скажу спойлером, что есть вероятность, что начальным этапом глобального внутреннего какого-то либо внешнего процесса изменений станет какая-то ложь, либо хитрость, либо паж кубков и семерка мечей. Это может быть поглощение, да, то есть легкомыслие в каком-то вопросе, когда мы сами себя обманываем, когда мы сами являемся себе вот этим хитрецом, который себя в чем-то убеждает. Это по типу, я себя всегда ловлю на том, что если я что-то начинаю очень сильно пытаться оправдать и очень сильно переношу ответственность с конкретной точки на все, что угодно вокруг, для меня это такой, знаете, звоночек, что вот тут вот где-то я сама себе вру. Потому что зачастую вот эта вся моя внутренняя реакция, это как будто бы попытка обмануть себя же. То есть я очень аналитически всегда мыслю. И я лучшая, наверное, в том, чтобы как и с какой-то стороны, да, то есть ввести в оману, и с какой-то стороны найти доказательства того, что это ложь. Ну вот есть у меня такая, ну не знаю, можно сказать, меркурианская какая-то натура, но здесь, скорее всего, вот жизнь, плюс еще там родительские какие-то истории, плюс моя любовь к наукам, которые причинно-следственной связи ищут, короче. Но к чему я веду? К тому, что вот сейчас с чего начнется? С внутренней какой-то перестройки из-за какой-то лжи, из-за какой-то хитрости. Это может быть внутренний самообман, это может быть внешний источник, то есть вы можете узнать какую-то информацию, при этом паж кубков вообще каким-то способом либо зацепиться за какую-то мелочь, знаете, либо из-за какой-то мелочи вылезет какая-то ложь. И это начнется
скажем так, и это станет новым началом в вашей жизни, потому что это факт, вы идете в новое. Но начнется с того, что вот десятка мечей, луна, четверка пентаклей, что-то либо кто-то скрывал от вас какую-то информацию. И вот это вылезет наружу. Зачем? Чтобы вы это увидели, и по карте мира, там у нас еще пока это совала, да, была карта мира, завершили цикл, который должен завершиться. Либо вы найдете эту правду внутри себя, да, то есть перестанете в чем-то, скажем так, ошибаться, да, либо же это внешняя история. Ну, вам там виднее, вы сами себя знаете, я никого не хочу обидеть ни в коем случае. Вы сами себя знаете, и опять же, я еще скажу, если у вас есть какая-то реакция на это, да, негативная, то тоже на это нужно посмотреть. Пятерка пентаклей, опять вот это, вы слушайте, ну что-то вот как будто бы, как, знаете, не хочется терять. Пятерка пентаклей, вот эта история, почему вот этот паж кубков в семерке мечей происходит, потому что как будто бы за этим стоит большая потеря, и вот потерять-то не хочется, а ну как нужно отпустить уже. Давайте, что нового несет в вашу жизнь новолуние в Скорпионе? Вот эта энергия прекрасная. Это, кстати, может быть связано с деньгами, с работой, с реализацией, либо, допустим, это может быть связано с человеком. Кстати, это может быть связано даже с вами. Это, знаете, по типу вот, не знаю, из банального, да, там я держусь за свою работу, ну, как, вот, если вы там работаете в стабильной какой-то компании, но уже давно-давно не чувствуете себя на своем месте, но продолжаете себя убеждать в том, что это ваше, потому что, ну, не знаю, потому что это стабильно, потому что это удобно, потому что это классно, потому что тут выслуга лет, потому что еще, потому что, и как будто бы вы начинаете убеждать. То есть нет аргумента «я это люблю, я от этого кайфую», вообще что это за вопросы. А есть другого рода аргументы, которые вы, скажем так, даете на вопросы, которые в принципе не должны быть заданы, если вы счастливы. Ну, я думаю, вы понимаете, да? То есть если задаются какие-то вопросы, то как бы есть вопросики. Вот что-то вот там вот вкопните, где-то, где что-то не дает результата такого, как вам нужно. Давайте, что меняется? Справедливость прекрасная, паж кубков все-таки вышел, король мечей. Что-то вы... Давайте так. Во-первых, мне нравится. Почему? Потому что из банального справедливость восторжествует. Вы узнаете правду, что-то раскроется. Раскроется, еще раз повторюсь, через какую-то легкость, через какую-то легкую ситуацию. И по королю мечей будет принято какое-то жесткое решение. Либо будет вынесено какое-то важное жесткое решение, но которое запустит процесс обновления вашей жизни. Да? То есть это может быть расторжение договора, либо наоборот, подписание какого-то важного договора. Это может быть бракосочетание. То есть, может быть, вы там долгое время, знаете, отказывали прекрасному принцу, а он оказался королем. Ну, это как, знаете, френдзона и так далее. Да, то есть, ну, хорошо. Давайте я еще уточню все-таки, что это саботинность. Ну, а давайте так, что она открывает? Она открывает, наконец-то, что-то станет явным, и вы по справедливости узнаете что-то, чтобы принять решение. То есть какая-то информация поступит, какая-то возможность поступит, после чего вам следует по королю мечей принять какое-то четкое решение. Мы сейчас читаем это как энергии, не мужчину. Если как мужчина, это может быть реально предложение руки и сердца. Вот попросту мужчина вот так вот, как легкомысленно себя ведет, да, и такой потом опа, и я принял тут решение. Вот казалось, он пажик, да, даже не рыцарь, а пажик кубков, а он оказывается король мечей. Такое тоже может быть, я это не исключаю, почему бы нет. Люблю романтические качественные истории. Ну, явно, слушайте, вы меня извините, а тут не запускается ли процесс новых ухажеров и большого количества каких-то новых увлечений, хотела сказать, ну, да бог с ним, да пускай будет увлечений.
Ну, возможно, тут большое количество какого-то нового общения, новых людей, новых энергий. Конечно, больше мужской род карты. Кстати, не закрывайтесь от чего-то. Вот что-то по судьбе. По судьбе уйдет то, что вас ограничивало. И вот как только это произойдет, открываются как будто бы врата. Главное, чтобы не ада. Вот. Мои шутки, извините. Я не могла это не сказать. Ну, давайте так. Вам дают то, что вам нужно, то, что вы хотите. У кого-то это правда семья. Но возможно, это либо не тот человек, с которым вы находились вместе, либо не тот человек, в которого вы вкладывали энергию, либо это тот человек, который, вот знаете, вот, не знаю, фоново будут пробегать большое количество каких-то прекрасных людей, а вы осознаете, что вот тот, он самый нормальный. Говорю же, да, то есть кто-то во френд-зоне, либо может быть, потому что здесь новая энергия. И опять же, слишком много карт, которые указывают на то, что от чего-то вы уйдете, с чем-то вы закончите, что-то вас ограничивало, что-то вас вводило в заблуждение, что-то вот в чем-то вы чего-то не видели, и вот наконец-то сейчас вы что-то увидите, вы что-то поймете, и вот как будто бы все пойдет правильно, все идет своим чередом. И если мы говорим вообще, ну как бы по картам, да, то есть здесь не будет чего-то резкого, неожиданного, либо какого-то вот как в башне, да, как в предыдущем варианте. Здесь по справедливости, все спокойно. Но опять же говорю, паж кубков, да, было в начале, и семерка мечей. Начнется все с того, что либо выявится какая-то хитрость, либо вы поймете, что вы в чем-то себя обманывали. Может быть, знаете, по типу там сильные, независимые, либо там, я не знаю, у меня есть девочки, которые вот я люблю только там молодых парней, я люблю только взрослых парней. То есть есть ограничивающее убеждение, на самом деле ваш там человек, который реально по судьбе, он находится в другой там возрастной категории, к примеру, либо другим чем-то занимается, не тем, куда ваш взор был направлен. То есть что-то у вас поменяется, как будто бы переключение произойдет. И тут мужчина. Тут девочки 100% смотрят. Если мне смотрят здесь мужчины, здесь может быть о том, что у вас поменяется энергия. Вы трансформируетесь из состояния пажа кубков, да, то есть из какого-то такого, может быть, ощущения. То есть это как выход на следующую ступень, только не как будто бы вот следующая, как будто бы на 10 выше вы подниметесь. И это про возможность встретить женщину для отношений, для любви. Но прежде чем это произойдет, возможно, вы реально там поменяете несколько ролей, поменяете несколько своих внутренних ощущений. Вы должны прийти к тому, чтобы понять, кто вы есть на глубинном уровне, потому что вы выходите в императора, все хорошо, то есть здесь есть такой выход, но опять же, прежде чем это случается, вы как будто бы по-разному себя ощущаете, по-разному себя попробуете. Может быть, это будут разные свидания, к примеру, да, либо, может быть, это ваши разные внутренние ощущения, там, исходя из того, что вы сейчас проживаете. Но это явно про то, что у вас открывается новый путь и вообще, ну, потенциал на семью, на детей, на жену и на любовь. И для девушек то же самое, да, здесь про отношения, про любовные отношения. То есть в вашу жизнь что нового входит? Мужчина для отношений. Но, опять же, учитывая наш вопрос с вами, да, что нового, то есть это либо абсолютно новый мужчина, либо это про то, что у вас поменяется мнение, и вы реально найдете этого человека абсолютно не там, где вы искали. Ну, потому что карта мира, шут опять, слушайте. Карта мира, шут и падает, смотрите, на туз мечей, умеренность. Вот там, где вы фокусировали свое внимание, там не то. Вот нужно что-то поменять, чтобы новое пришло в вашу жизнь. И вот как раз-таки то, что идет в вашу жизнь новое, оно будет, конечно, другого формата. Это не обязательно про возраст, возрастную категорию. Это может быть какие-то убеждения касательно мужчин, да, по типу... Сейчас большое количество, опять же, в информационном пространстве про то, что там мужчины такие, там где-то хорошие, там где-то они плохие, там, опять же, слишком много, честно, в соцсетях, вообще в интернете большое количество экспертов, большое количество информации. И ты просто не выводишь и не можешь ее переварить. Но помните то, что вы уникальны.
Ваша история, ваша жизнь, вы как личность, не может быть повторения вашей истории. Да, может быть сходство, но не может быть повторения. Не ищите себя в том, что вы слушаете, ощущаете. Будьте уникальны и мыслите уникально. Не держите фокус ни на чем. Просто расслабьтесь и все отпустите, потому что в вашу жизнь реально идет что-то совершенно новое, но там, где был фокус, там этого человека не было. Как только будет расфокусировка и расслабление, в вашу жизнь приходит тот человек, который должен быть возле вас. Спасибо, двоечки. Мы переходим к троечкам. Третий вариант. Здравствуйте. Мои прекрасные троечки, что в вашу жизнь приносит новолуние в Скорпиончике? Десятка пентаклей, денежку. Может, на этом зафиналим? И Луна. Нет, не зафиналим. Хорошо. Карта против. Сила. Давайте, что нового открывается, да? Что нового входит в вашу жизнь благодаря новолунию в Скорпиончике? Король мечей, двойка кубков, двойка мечей, девятка кубков. Интересно. Явно кто-то в вашу жизнь придет и заставит вас почувствовать себя по-другому. Это может быть про великую любовь, либо это может быть про переориентирование и любовь к себе, потому что все равно двойка мечей. В этой колоде она такая достаточно закрытая карта, и она идет после двойки кубков. Может быть, в вашей жизни уже был мужчина, который заставил вас посмотреть вглубь себя. Этот процесс уже завершается, потому что мне четко выходит мужчина, четко идет любовная история, но как будто бы она больше про то, чтобы вас внутрь себя ввести, чтобы вы там что-то нашли и поняли, потому что десятка мечей, королева мечей. Ладно, не буду сейчас пытаться прочитать между строк, да, там в картах. Мы вот здесь вот все-таки триплет выложили. Давайте так, реально это может быть какая-то история. Сейчас у вас происходит процесс обновления, то есть все-таки новые там ориентиры, новая фокусировка, потому что паш мечей тут тоже выскакивал. Возможно, вы приняли какое-то очень важное решение, получили большое количество внутренних инсайтов. И вот сейчас конкретно вот эта ситуация, которая была в вашей жизни, то есть это может быть связано хорошо с человеком конкретным, да, любовной историей, либо это может быть связано с проработкой, допустим, родительских, то есть отношения с родителями, особенно с отцом. Это может быть просто проработка внутренней энергии своей, да. Король мечей — это не обязательно про мужскую энергию, это может быть вообще признание, сила, умение защитить себя, умение отстоять себя. Может быть, это была работа с мышлением, с разговором, с речью, да, допустим. Это может быть что-то было достаточно, это достаточно важный для вас процесс, и вы были в глубине себя. И вот вы нашли сейчас вот эту двойку кубков внутри себя. Как бы она, конечно, не была партнерской картой, но это еще тоже про умение любить себя, потому что, как говорит моя подруга, я ее очень люблю, как человек может прям, безусловно, там, полюбить другого, если он не умеет любить себя. Да, то есть всегда же в этом всем выскакивают свои прикольчики, там, потому что любовь к себе, она должна быть. Это правильно. И вот вы к ней либо шли, либо над этим работали, углубились, и что-то вы очень качественно внутри себя проработали, потому что там была королева мечей, по-моему, туз мечей был, десятка мечей, что-то вот действительно, иерофант, пожалуйста, вот вы что-то, большое количество, не знаю, знаете, какой-то кусок урока прошли, кусок информации усвоили, вот вы очень умный человек, это правда. Хотелось бы, конечно, чтобы учили не таким способом, но как в этом мире устроено, так устроено. Что ж нам делать, правильно? Как что? Я не буду говорить, что нам надо принять все как есть. Я против, я вообще противник этого всего. Типа, с чего это? Сейчас моя королева мечей будет бунтовать. Типа, я не согласна. Ладно, давайте. Колесо фортуны. Шестерка мечей.
Восьмерка Пентаклей. Новый процесс. Смотрите, мне нравится в этой колоде восьмерка Пентаклей, потому что здесь процесс рабочий, и указано на то, что каждая шестеренка имеет значение. То есть каждое движение, каждые ваши мысли. Во-первых, давайте так, вы идете дальше. Это факт. Новый вообще закручивается цикл. Вы вышли из какой-то закольцовки, вы вышли из какого-то там цикличного, не знаю, цикличной проработки, цикличной истории. Вы достаточно качественно с этим справились. И немножко попозже будет как будто бы вынесено, знаете, вот вы получите результаты своей работы, потому что вот восьмерка Пентаклей, он работает, да, вот эти шестереночки крутятся, и вот результаты. То есть вы получите результат того, что вы прошли. Вы вот сейчас в шестерке мечей, вот старый берег, он уже горит, вы туда уже не вернетесь. То есть давайте так, что скажу, в старые уроки вы уже не вернетесь. Вы прям закрыли, зафиналили, подытожили, подчеркнули, красной ручкой написали, итог вынесли, все, знаете, зафиксированная циферка, зафиксированный балл. Сдача, все сдано, ну то есть сдано, ну вы поняли, то есть сдача произошла, вы молодцы, вы отличники, то есть по иерофанту, извините, вы еще и нифига себе отличники. Все, то есть есть момент зафиксировано того, что вы что-то завершили, где-то вы поставили жесткую точку, вы из чего-то вышли, закручивается новый процесс вашей жизни, как будто новый цикл начинается, и он сейчас набирает своих оборотов. Вы получите результаты своих действий. Что нового идет? Результаты. Потому что, вот, кстати, в вашем варианте почему-то хочется сказать, что все в этом мире имеет свойство, да, как шестереночка. Одно запускает процесс другого, другого процесс третьего. То есть нет такого, что что-то прям новое. Вы выходите к тому, к чему вы шли, да, потому что этот процесс, он запущен, и он приводит вас к логическому движению, вашему логическому движению, правильному движению и получению там результатов. Король кубков, не знаю, кого-то все-таки мужчина хочет выпрыгнуть на вашем варианте, точнее хочет, он выпрыгнул. Ой, сейчас был мой черный юмор тут, но не буду. Хорошо, король кубков, что ты хочешь? Ну вышел ты, что ты хочешь? Ой, господи. Ой, слушайте, ну, я не знаю, почему в этом варианте, вот что это, ну, какой-то король хочет вернуться в вашу жизнь, не знаю, проявит какую-то инициативу, проявит усилия, но это что-то прошлое, но опять по-пажевски придет, не знаю, что там, кто-то вам хочет передать послание. Хотела сказать, может быть, это что-то родовое, но вышел дьявол, поэтому нет. Кто-то упустил вас, пятерка мечей, кто-то либо потерял вас, либо вот-вот, кстати, либо вот-вот потеряет вас. То есть может быть такое, что кто-то из вашей жизни, ну вот, уйдет, точнее вы от этого человека уйдете, потому что он в проигравших остается, но он долго еще будет вкладывать какие-то усилия в вашу сторону. Надо вам это или нет, но опять, это энергия, спасибо ему большое за бесплатную энергию, вы на нее заслужили, корону отполировали, в денежку монетизировали. Конвертируйте, пожалуйста, там, не знаю, с договором со Вселенной в деньги всю энергию, которая к вам поступает от бывших, и будьте счастливы. Давайте. Все-таки, что нового вот запускается? Потому что... Ну, какой противный, вы представляете? Какой же противный, не отдам. Вот не отдам. Вот кто-то за вас вцепится прям руками и ногами. Не знаю, прям тяжело будет от чего-то уйти, не знаю. Либо кому-то тяжело без вас будет. Ну, это правда любовная история. Ну, я не знаю, это прям... Ну, там-то должна быть точка. Хорошо, что новое в вашу жизнь идет? Мы сейчас не про мужчин. Исполнение желаний. Вот, я же говорю, то, к чему вы стремились. То есть вы большое количество усилий прилагали. Но, возможно, результат получали либо не быстро, либо не так, как хотелось. Почему? Потому что вы были на прежнем, скажем так, да, вот... Прежний берег, там, где того ресурса, который вам должен быть, который нужен вам для монетизации, для реализации, да, материализации того, что вы хотите, вот там этого не было, там из этого не было возможности это сделать. Знаете, как будто бы вы ищете, не знаю, какой-то ингредиент,
который вот в этом пространстве, он не существует, он есть только в другом месте. Вот вы направляете, сейчас вот открывается путь чего-то нового, либо это новая энергия, не знаю, у каждого тут свое, может быть реализация рабочего характера, может быть изменения какие-то глобальные, может быть рабочие, опять же, в мышлении, что-то меняется, и на каком-то внутреннем, да и внешнем уровне наконец-то выстраивается так, что вы можете получить то, что вы хотели, наконец-то достаточно, то есть появляется тот ингредиент, вы его создали, чтобы получить то, что вы хотите. И я абсолютно понятия не имею, о чем здесь идет речь. У кого-то это было, знаете, вот я хочу там большое количество подписчиков. У меня такая штука была в самом начале, и меня очень триггерило, когда мне там писали комментарии, вот, да что там у тебя там канал уже сколько, и ты там до сих пор не набрала там какое-то количество подписчиков. Потому что я в канал вкладывалась творчески, просто с любовью. Я это делаю всегда только ради этого, и мне нравится это делать. Но был момент, когда меня это триггерило, потому что я, правда, хотела большое количество подписчиков, а потом поняла, что у меня не хватает вот этой энергии внутри. Знаете, вот этой лидерской энергии, либо внутренней энергии, даже не лидерской, а вот этой, которая сумеет выдержать поток большого там количества людей. Мне этого было недостаточно. И я понимаю, что мне нужно было внутренне расшириться, и я хочу это делать постепенно. Я не хочу это делать быстро, и я не хочу это делать некачественно. Я хочу это делать постепенно, чтобы я сама потом в перспективе видела какой-то свой рост. И это классно. То есть у меня как шестереночка, одно другое, у меня появляется какая-то новая энергия, новый тип мышления, новые знания. Опять же, большое количество там книг читаю, большое количество разных людей. Одно другое, оно дополняет и дает мне общий кейс, которым я владею и с которым я могу потянуть немножко больше людей. И так потихоньку. И мне это нравится. И потихоньку я исполняю свое желание, но опять же, я это делаю качественно, ну, для себя, внутренне. Не знаю, может, как бы хейтеры там что-то напишут, ну, мне все равно, честно. Я ощущаю так внутри себя. И вот тут вот про то, что вот у вас, да, то есть я пример на себе привожу, потому что я не знаю, как это объяснить. У меня нет ощущения, что это только на физике, и у меня нет ощущения, что это только внутри. То есть это как сплоченный процесс работы. И вы постепенно выходите к тому, о чем вы мечтали. И исполняются ваши желания. Просто они раньше, возможно, вам казалось, что очень медленно все, очень медленные процессы трансформации, очень медленно все, вас как будто бы сковывали, сдерживали. И сейчас это все просто, вы приняли какое-то решение, что-то оставили позади, да, то есть вот при этом сердцем. И открывается новый путь прям, и он быстрее, он легче, он спокойнее, и он более многообещающий, намного более обещающий, много, ну вы поняли, я уже запуталась, ну короче, много и денежек, и того, на что вы заслужили, и спокойствие, изобилие, и вот это все приведет вас все-таки к такому результату, такому расширению, как энергетическому, так и материальному. Ну какой-то король кубков о вас тоскует, думает, не знаю, передает вам привет. Все, передала король кубков. До свидания. Спасибо большое, троечки. А с вами была ваша Каролайн. Это было «Гадание с любовью». Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me, they set my spirit free.